Почему сотрудники плохо обучаются? Как добиться максимального результата от корпоративных программ обучения? Почему сотрудники имеют низкую мотивацию на приобретение новых навыков? Как увеличить практическую значимость и окупаемость проектов обучения талантов? Как можно подойти к организации корпоративного учебного процесса, ориентированно на достижение стратегических целей компании? Тема большая, интересная, и я разбил ее на 2 видео. Этот эпизод посвящен 6 ошибкам при организации обучения и причинам, почему люди не хотят обучаться. А следующий раскроет мой взгляд на то, как выстроить обучение талантов в организации как систему. Обо всем поговорим. Посмотрите это видео до самого конца. Меня зовут Сергей Литин. Я доктор бизнес-администрирования, визит-профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Казанского федерального университета. За все время моей профессиональной деятельности, а это без малого 24 года, я обучил, наверное, с десяток тысяч человек. Разработал около 100 различных тренингов, несколько комплексных корпоративных программ обучения сотрудников. Основал онлайн-школу. Как видите, тема обучения мне близка и знакома, поэтому видео будет интересным. Я прошу вас поддержать мой канал. Подпишитесь на него, поставьте лайк, сделайте репост этому видео. Спасибо. Для выживания в турбулентной среде критически важным является непрерывное совершенствование продуктов, процессов, информационных систем, технологий, корпоративной культуры и множество других аспектов деятельности организации. В основе непрерывного совершенства находится человек. И если мы задумаемся, то единственное, что мы развиваем в организации, это людей. Например, когда в компании разрабатывают новый продукт, казалось бы, речь идет о технических решениях. Но технические инновации происходят в головах у сотрудников. Технические инновации не существуют сами по себе. Они превращаются в реальные решения только в результате роста знаний сотрудников о продукте и методах его улучшения. Это понимают все, в том числе ваши конкуренты. И единственным способом выжить в конкурентной среде – это учиться быстрее, чем они. Современные вызовы таковы, что просто усердия не хватает. Делать то, что вы делали, всегда только еще усидчивый, не позволяет вам решить ваши проблемы. Многие в это не верят и продолжают пилить тупой пилой, работая лишь больше и более интенсивно. При этом я часто сталкиваюсь с ошибками в организации обучения. Наблюдаю, насколько неэффективно тратятся человеческие, временные и финансовые ресурсы компании при работе над развитием компетенций. Хотел бы поговорить о 6 ошибках при организации работы по развитию сотрудников. Ошибка номер 1. Сотрудников не развивает. Самый главный ресурс любой организации – это люди. С этим утверждением согласны 100% руководителей, с которыми мне приходилось встречаться. Думаю, что вы разделяете эту простую мысль. При этом развитию основного ресурса в компаниях подчас вовсе не уделяют внимания, или же оно минимальное. В компаниях составляют детальные планы технического перевооружения и модернизации. Тратятся значительные ресурсы на развитие новых технологий, цифровизацию, запускаются масштабные проекты по созданию новых продуктов и неокр. Практически все ресурсы компании – это финансы, оборудование, сырье и материалы, готовая продукция, клиентская база и иные ресурсы подлежат детальному планированию, контролю, имеют необходимую для управления ими инфраструктуру, людей, процедуры, ну и тому подобное. При этом человеческие ресурсы управляются лишь через призму фонда оплаты труда, производительности, текучести и иных показателей, отражающих скорее результативность персонала. Гораздо реже в стратегических и тактических планах затрагиваются вопросы, связанные с компетентностью и вовлеченностью сотрудников. T&D, Training and Development, как область деятельности, еще только приобретает осознанность в большинстве компаний. Лидеры, совершающие эту ошибку, утверждают, что обучать должна школа, училище, техникумы, колледжи, университеты. Это не дело организации. Мысль в целом абсолютно верна, но тем не менее она порождает массу «но». Ни одно учебное заведение не подготовит выпускника абсолютно готового к работе. Организациям все равно необходимо адаптировать нового сотрудника к действиям в реальных условиях. Самое прекрасное образование устаревает. Мир так стремительно меняется, что требуется обучение на всем протяжении жизни. Концепция непрерывного образования Lifelong Learning актуальна как никогда.
качество компетенций, полученных в ряде образовательных учреждений, желает быть лучшим. Я, работаю топ-менеджером, в компаниях сталкивался при найме сотрудников с большими сложностями при подборе высококлассных, высококвалифицированных выпускников. Они встречались крайне редко. Сторонники того, что организация не должна обучать сотрудников, высказывают идею о том, что люди сами должны учиться. Ведь они же должны быть заинтересованы в росте своей капитализации и конкурентоспособности на рынке труда. И они, как всегда, правы. И опять возникает но. Очень мало людей имеет такой уровень самоорганизации, который позволяет им выстроить процесс своего непрерывного образования. Людям просто некогда учиться. Они проводят на работе значительное время. У них действительно может не быть времени на учебу. При самостоятельном обучении сложно отследить его качество. При таком обилии информации можно нахвататься такого бреда, который может не столько помочь, сколько навредить организации. Люди подчас не осознают свою некомпетентность. Они не знают, чему учиться. Они уверены в своей квалификации. Это может выразить словами «я не знаю, чего я не знаю». Как бы не хотелось организации брать на себя функцию подготовки сотрудников, ее не избежать. Ошибка номер 2. Отсутствие связи между обучением, стратегией, тактическими задачами и проектами. Я уже обмолвился о том, что должна быть стратегия развития талантов как часть общей системы стратегического управления. Часто встречается ситуация, когда люди приходят на тренинг и не могут однозначно ответить, зачем они здесь. Сотрудников направили, чтобы они послушали, повысили свою осведомленность о том или ином предмете. Отдача от такого обучения стремится к нулю. Лишь незначительная часть слушателей в последующем конвертирует полученные знания в навык и применит изученное в своей деятельности. Все, что делается в компании, должно быть направлено на достижение ее целей. Поэтому критически важно обеспечить однозначную, очевидную взаимосвязь учебных программ с конкретными задачами слушателей, определенных стратегий, тактикой или конкретным проектом. Поэтому я всегда рекомендую перед началом корпоративного обучения всегда ставить конкретные задачи перед слушателями, решить которые они должны после обучения. Модель «обучитесь и подумайте, что можно применить» работает гораздо хуже, чем подход «у вас есть конкретная задача, которую вы должны решить после обучения». Ошибка номер 3. При организации обучения не учитывается этап развития организации. Конечно, есть универсальные знания, связанные с конкретными областями деятельности, например, сварка, механообработка, бухгалтерский учет или кадровый документооборот. Но есть навыки, востребованность которых в организации очень тесно увязана с фазой эволюционного развития организации. При этом можно опираться на любую теорию, будь то эволюция жизненного цикла компании Исхака Адизеса, модель развития организации Ларри Грейнера или спиральная динамика Клэра Грейвза. Кстати, о последней у меня на канале есть видео, ссылка на него сейчас появится в верхнем углу экрана. Нажмите, посмотрите, оно достаточно интересное. Почему это ошибка? Давайте попробую объяснить. Например, компания находится на красном уровне спиральной динамики, которая характеризуется культурой силы. Это командно-административная система управления. Ключевым навыком такой организации является именно жесткое администрирование, управление задачами, контролем исполнения и тому подобное. Если начать обучать сотрудников в этот момент каким-либо методом гибкого управления, типа agile, проектному управлению, фасилитации и прочим методом, не характерным для культурного кода организации, то отдачи от такого рода обучения не будет. Я вспоминаю случай, когда обучал достаточно большую группу руководителей высшего и среднего звена построению инновационной корпоративной культуры. При этом организация была на синем уровне спиральной динамики. В культуре правил, где главенствуют четкие процедуры, политики, где инновационность, стремление к сверхрезультату не является частью общеразделяемых ценностей. Стратегические цели ставились исходя из их умеренного роста, ограниченным текущими возможностями организациями. Обращаю ваше внимание, что речь идет именно о неэффективности, в данном случае массового обучения. То, что корпоративные лидеры изучают темы, которые являются перспективными, еще не реализованы в их организациях, дает тот самый задел, который позволяет расширять горизонты знаний. Ошибка номер 4. Устаревший взгляд на процесс обучения. Старые методики, малоинтересный контент образовательных программ – одна из ключевых проблем низкой мотивации сотрудников к обучению. Когда речь заходит об образовании, у многих руководителей приходят на ум лишь тренинги, семинары, лекции.
А при этом современные образовательные технологии интегрируют большое количество методов обучения. Это может быть TWI, обучение на производстве, наставничество, коучинг, тьюторство, онлайн-курсы, вебинары, стандарты и простые визуальные методы управления, видеоблоги, подкасты, каналы в социальных сетях, совместная групповая работа, методы анализа полученного опыта, например, через историческое сканирование, встречи и общение с интересными людьми, конференции, бизнес-игры, обширные базы знаний профессиональных сообществ, не знаю, там, хакатоны, профессиональные чемпионаты, ну и тому подобное. Узость взгляда на образовательный процесс не позволяет существенно повысить его эффективность. То же самое касается самого образовательного пространства. Традиционное представление о месте обучения ограничивается классом, но в организации обучение может происходить на рабочем месте, в проектном офисе, который по-японски называется абея, кстати, или абия, не знаю до сих пор, как правильно ставить ударение, напишите в комментариях, в информационном поле компании. Если вы хотите создать самообучающуюся организацию, нужно проявить гибкость, используйте все имеющиеся возможности. Важно это учитывать еще и с точки зрения смены трудовых поколений. Молодые люди с трудом воспринимают традиционные лекции, лучше усваивают новые знания через иные методы. Подумайте об этом тоже. Ошибка номер 5. Недостаточный уровень компетенций лидеров как заказчиков корпоративных образовательных программ. Одна из самых больших проблем, с которой я сталкивался. В компаниях, успешно реализующих программы развития талантов, ключевыми драйверами являются именно системные лидеры. Это они задают новые горизонты, создают необходимые условия для непрерывного развития сотрудников. Если руководитель компании или бизнес-единицы находится на уровне текущего этапа развития организации, его все устраивает, то не стоит ждать запроса на обучение новому. Максимум речь может идти о hard skills, умениях, необходимых для конкретной работы, развивать которые, безусловно, важно, но явно недостаточно для прорывных достижений. Поэтому и нет квалифицированного запроса на обучение soft skills, таким как бережливому производству, теория ограничений систем, управление бизнес-процессом, лидерству, критическому мышлению, вовлечению, командообразованию и иным гибким или надпрофессиональным навыкам. Эта ошибка проявляется еще в одном наблюдаемом явлении, когда системные лидеры игнорируют программу обучения. Это бывает часто при развертывании бережливого производства, когда обучается кто угодно, кроме руководителя высшего звена. Ошибка номер 6. Отсутствие системного подхода к развитию талантов. Во многих компаниях прикладывают значительные усилия по развитию компетенций, выстраивая образовательной инфраструктуры, подходит к этому чрезвычайно скрупулезно и достигает выдающихся результатов. И именно отсутствие системного взгляда на управление талантами как сложного, многосоставного явления существенно снижает эффективность этого направления развития организации. Во многих компаниях не могут ответить на вопрос, что представляет в вашей компании система обучения сотрудников, развития их талантов. Это направление организуется ситуативно, вне всестороннего осмысления. Чаще всего касается обязательных элементов обучения, которые регулируются государственными нормативными актами. Каков мой взгляд на то, что такое система обучения талантов, ориентированная на решение стратегических задач организации, я расскажу в следующем видео. Не пропустите. С какими ошибками сталкивались вы в своей практике? Напишите в комментариях и поставьте лайк этому видео, сделайте его репост, подпишитесь на канал. А на сегодня это все. Всем мира, увидимся!